Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим про аренду жилья, так как мне поступил вопрос про аренду, про жилье, про культурную жизнь. Начнем с аренды. Так, для того, чтобы найти квартиру, мы идем на сайт MyHomeGe, меняем язык, можно русский, давайте на русский, ладно. У меня идет автоматический, простой путь к твоему новому дому. Окей. Так, выбираем аренда, квартиры, нажимаем ОК. Тут мы пишем Тбилиси и выбираем районы. По райончикам, что могу сказать? Самый, наверное, популярный район со средней стоимостью жилья, не очень сильно высокой, это район Сабуртало. Из него что можно саму Сабуртало выбрать? Дидигоми очень далеко. Ну, Важапши, ну, можно в целом, но тоже далековато. Лиси, если вы хотите жить у озера Лиси, в целом можно выбрать. Идем дальше. Ваки район. Ваки район это достаточно центральный район. Если вы хотите снять на что-нибудь на Ваке, то выбираем здесь Ваки. Голдани тоже далековато на самом деле. Дидубе. Можно Дидубе. Дидубе не очень далеко. Ну, в целом можно, но для меня это немножко странный район. Я не знаю, мне он кажется немножко странным. В принципе, можно выбрать. Тацминда район достаточно тоже центральный, особенно Вера, самый центральный из всех центральных. Если вам по карману, можете выбрать и Тацминда, и Вера. Чугурети тоже центральный район. Само Чугурети. В целом, если по карману, то можно выбрать. Я обычно выбираю как? Я обычно делаю вот так вот. Ну, Дидубу. Давайте оставим Дидубу, потому что мне интересно что-то, я раньше не выбирала. Я обычно делала вот так вот, да. И на Лиси тоже смотрела, но сейчас я думаю, что Лиси достаточно далеко. Давайте уберем. Давайте оставим тупо Сабуртало и Дидубы, да, и посмотрим, что здесь есть. Тут можно... Так, не тут. Здесь можно выбрать статус. Да, ну здесь, наверное... Давайте посмотрим до... Не знаю, до $1000, да? Что у нас тут есть до $1000? Сколько комнат? Ну, неважно, давайте спальни. Например, чтобы было 2 спальни. Посмотрим, что сдают. Можете выбрать, в принципе, собственника. Но это не так важно, потому что здесь агентам вы не должны ничего платить, агентам платят собственники квартиры, поэтому, ну, не важно. Что мы тут видим? За 750 вот у нас есть квартирка. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Что за квартирочка у нас здесь? Неплохая такая, слушайте, квартирочка, такая неплохая квартирка на Политковской, ну, недалеко, кстати, от меня. 2000 лари, либо $750. Ну, окей. Давайте посмотрим, например, ну вот, быстренько, да, $600, тоже неплохо. Да, 11 метров, ну это, наверное, за квадрат. 55 метров, да. 60 метров за 800. 66 метров за 800, тоже хорошенькая, кстати. Это VIP-объявление, на самом деле, ну,
это настоящее объявление, это просто люди, которым нужно вот срочно сдавать. Поэтому они вот за это тоже доплачивают. В целом неплохо, неплохо. Давайте посмотрим до 500. Что у нас есть до 500 баксов? Тоже оставила 2 спальни. Дата по убыванию. Что мы видим? Уже не так все красиво. Да. Давайте посмотрим повнимательнее, что здесь. Тоже VIP объявление. Тоже на Политковской, это недалеко. Должно быть недалеко. Ну ничего так, слушайте. Прилично. Я бы здесь поменяла, конечно. Ну, они, не знаю. Здесь часто используют довольно-таки странные пледы. Из 90-х, я бы так сказала. Я вот сама тоже поменяла все пледы. Давайте посмотрим, где на карте это у нас. Угу. На карте это у нас здесь. Так, сейчас я пойму вообще, где я. Где я нахожусь и где это все. Ага. Ну, в целом на автобусе, наверное, можно доехать. По-моему, метро где-то вот здесь. То ли здесь, то ли здесь. Почему-то не отмечено метро на этой карте. Уже неплохо, да? Давайте посмотрим, что еще есть. Вот за 500 тоже у нас есть квартирочка. Квартирочка с 500. Берем, берем. Берем, берем. Неплохая, смотрите-ка. Ну, как сказать. Тут что-то, какой-то ремонт. Ванна. Очень круто, что есть ванна, потому что в Тбилиси вообще, мне кажется, очень редко, когда можно ванну встретить. Агент. Это не обращайте внимания, что агент. Это все не важно. Это все не важно. Это вас не должно никак волновать. Ну вот тоже за 500, да? Ну, такое. Вот опять с ванной. 495. И это, кстати, только на первой странице. То есть должно быть сейчас вариантов снять жилье нормальное. Вариантов стало больше. Смотрите-ка, ничего так. Ничего так, ничего так. Квартира, 2 спальни. Так. Мы говорим по-русски. ID. СМС на какой срок? Ну, супер, смотрите-ка. Смотрите-ка, все хорошо, хорошо. Ну, слушайте, мне все нравится. Мне нравится, что наконец-то появилось жилье меньше, чем за $1500 и с 2 спальнями. Это мы сейчас смотрим только с 2 спальнями. Точнее, не только, а вообще. Потому что до сих пор есть... Ох, нет, это мне не нравится. До сих пор есть жилье, где там типа 1 спальня и тоже за 1000 миллионов долларов. Давайте посмотрим вот эту еще. 500. Ну, такое среднее. Среднее, не знаю. В старопостроенной квартире. Отремонтированная. Где это у нас? Давайте посмотрим. Ну, слушайте, это уже ближе к центру. Тут до центра вот, ну, как бы, вот уже и центр. Да. Технический университет. Я раньше жила вот где-то тут. Тут пройти вот так вот. Ну, типа полчаса, и ты в центре. В целом неплохо. Давайте закроем. Давайте сделаем сейчас такое. Такое сделаем, что поставим цену до 400. До 400. Это вообще, это, конечно,
Ну, давайте с одной спальней, ладно. С одной и двумя спальнями. Так, смотрите-ка, ну на Политковской тоже вот есть за 400. 65 квадратов. Старопостроенная квартира. Что у нас тут? Что у нас тут? Ну, такое, минимализм. Ну, слушайте, ну неплохо. Неплохо. Могло бы быть и хуже, да? Могло быть и хуже. $400. Со всей бытовой мебелью. На Политковской. По-моему, там же, где вот предыдущая. Слушайте, тут, по-моему, вот реально где-то метро где-то должно быть недалеко. Возможно, здесь где-то. Я, честно, не помню. Жалко, что здесь не показывают метро. Но можно потом по адресу просто посмотреть в гугле. Да. Метро. Смотрите, та же самая квартира уже 450. Это здесь идут соревнования между агентами. Кто первый, кто дешевле, тот и молодец. Вот тоже за 400. Неплохая, смотрите-ка. Вот видите, это же уже за 350. Тут есть такое. Я, кстати, пробовала здесь работать немножко агентом. Из этого ничего не вышло. Ну да ладно. Что я поняла, что ты просто звонишь хозяину и сбрасываешь там, типа, пару десятков баксов и сдаешь. Вот, $400 тоже, недавно отремонтированная. Ну супер, супер. Что я могу сказать? Я рада, что есть жилье. Смотрите, можно за 350. Звонишь и говоришь, я вот за 350 нашел. Если вы не хотите с агентами, потому что многие агенты тоже бывает такое, что не все объявления удаляют, можно нажать так, тык, собственник. Да? И смотреть, что тут есть от собственников. Ну вот за 400. Ну такое, да. Ну такое. Вот за 313, смотрите. С ванной. Ну, уже, да, уже. Ну, смотрите, как-то за 400. Это где Дубе. Ну, слушайте-ка, неплохо. Ну, жить может. Смотрите, квартира полностью, ой, комната полностью состоит из кровати. Это ли не сказка? Куда она делась? Вот. Да, своеобразного цвета ванны, это тоже довольно-таки типичная черта. Что-то у нас темнеет, поэтому у меня тут качество совсем уехало. Пока мы здесь разбираем, понимаешь ли, квартиры, тут уже все стемнело. Так, ну в общем вот так вот, да. $37. Но это не варик. $332. Смотрите, давайте посмотрим. $332. Ну, вообще, слушайте, может, я сама сейчас съеду. Что у нас тут есть? Ну, такое. Тоже супер мини. Ну, особо не парились. Поставили какой-то диван, какое-то кресло. Холодильник хорошо, что есть, стиралка. Микроволновки я что-то не особо вижу. Сколько здесь метров? 40 квадрат, ну ясно. За 332, ну слушайте, неплохо. Где находится еще раз? Кондиционера нет. Вот это не очень. Но иногда можно договариваться с людьми. Кстати, это что, прям в парке. Возможно, адрес неправильный указан. Ну ладно. Вы, в общем, поняли, да? Еще один сайт. SSG. ss.g. Идем на SSG. Меняем язык. Давайте на русский. И точно так же снять квартиру где? В Тбилиси. О,
Давайте Сабуртал. Давайте, ну, те же самые, да. Исани, это, кстати, тоже где-то это внизу, по-моему. Исани, Самгори, это уже, да, к аэропорту ближе. Дедубы, Чигурети, видите, они туда же в один засунули, что типа это центр. Ну, Дедубы такое, не знаю. Не знаю. Давайте оставим просто Сабуртало. Ну и ладно, Дедубы также вот оставим. Выбрать. Цена. Давайте в долларах посмотрим. До $500. Так, спальни. Давайте до 2 спален. Смотрите, даже есть скидка для граждан Украины. Супер. Найти. И, кстати, как-то, по-моему, переделали немножко сайт, когда я приезжала, он выглядел постарее. Так. Ну, это что такое? Супер однокомнатная квартира. Супер ремонт, супер мебель. Ну, давайте посмотрим поближе, потому что я что-то мебели вообще там не видела. Ну, я бы не сказала, что мебель супер. Видно, что кровать, ну, когда-то, может, лет 100 назад была супер. Не знаю. А, это подъезд, что ли, или что это? Я что-то не могу понять. Ну, неплохо. Такое, знаете, в стиле в старинном. Такое со своей историей. Но мне нравится. Вид на улицу. Окей. Цена топ. Цена просто топ. Пишут за такое место, за такую квартирку. Ну, неплохо. На Казбеге это, кстати, да. Это Казбеге 9. Это уже нормально так. Но это недалеко от меня на самом деле. А тут не открывается та карта. Но хорошая улица такая, там много всяких магазинов, кафешек. Так, 432 тоже, смотрите, 70 метров. Светленькая, двухкомнатная. Ну, скорее всего, одна спальня, да, одна спальня. Тут еще одна спальня. И тут сразу ванну поставили на первый клан, потому что все знают, что ванна, да, трехкомнатная цена. Трехкомнатная, это, да, 2 спальни. Спальня 111 метров, слушайте, ну это вообще топ предложений. Все, я съезжаю. Сколько там цена? Я что-то... Цена договорная. Ну, очень даже неплохо, я так скажу. Еще и джакузи там есть. Договорная. Можете договориться? Я бы за 500, может. За 500 можно договориться. Плитковская опять. Двухкомнатная с мебелью, одна спальня. $400. Неплохо, неплохо. 450. Без агентов. Но это на самом деле не важно, агенты не агенты. Здесь вы не платите агентам. Но, что я могу сказать? Смотрите, какая симпатичная. Прям ванна такая. Ух. Новый ремонт какой-то, да. Прям уютненько, слушайте, уютненько, мне нравится. Хорошенькая. Постарались. 450. А, вообще площадь 35. Ну такое. Довольно высокая цена за такую эту. За такую. Ну вы поняли, да? За метраж. Это где вообще? Подождите, это что? Это мы где? А, это около Тбилисского моря. Угу. Тбилиси есть.
А, все ясно. Через реку. Дедубы. Вот оно, Дедубы. Тут прикол в том, что надо через реку переехать. Ну, либо перейти. Ну, либо доехать на автобус. Тут автобусы тоже ходят в целом, вроде бы. Ну, такое симпатично, конечно, но слишком далеко. По мне так слишком далеко. Ну, вы поняли, да? Если вы хотите снять жилье, лучше это сделать здесь. На самом деле, приезжайте, просто снимаете что-нибудь, там, не знаю, на неделю какой-нибудь хостел, не знаю, что угодно, да, отель, комнату снимаете. И здесь уже ходите, смотрите. Это самое лучшее решение. Там, не знаю, на неделю, на 2 сняли себе комнату, ходите, выбираете, можете посмотреть. Тут просто такая штука, что хорошие варианты разбирают, ну, очень быстро. Типа, бывает такое, что выкладывают объявление, через там 2 часа уже квартира сдана. Вот, поэтому если вы хотите хорошую квартиру в хорошем месте, вы сходите, прогуляйтесь, не знаю, по городу, выберите район. Главное, чтобы было близко к метро. Мне кажется, вот это вот самое главное. Либо чтобы автобусы часто ездили, но с автобусами тоже такая штука бывает, что они там могут задержаться, еще что-то. Если метро близко, то вот это вообще топ. Есть здесь каналы, телеграм-каналы. В общем, русские приехали, создали тут телеграм-каналы, где пересдают те же самые квартиры, которые они находят на MyHomeG, SSG, они договариваются и пересдают, и берут еще комиссию за это. То есть со своими правилами из России сюда приехали и давай комиссию брать. Здесь вообще такого нет, здесь на законодательном уровне, так скажем, это все решено. Тут агенты работают вместе с арендодателями. У них тут все схвачено, поэтому я считаю, что эти каналы все бесполезные. Наценка огромная. Я понимаю, что кому-то, наверное, дешевле, ну как, не знаю, меньше затрат, типа сказать кому-то, найдите мне квартиру такую-то, такую-то, и заплатить в 3 раза больше. Ну, возможно, это норм. Для кого-то это подходит, но если у вас ограниченный бюджет, пожалуйста, MyHomeG, SSG и вперед. Так, там еще какой-то был вопрос, да, про культурную жизнь. Культурная жизнь. Культурная жизнь здесь достаточно культурная. Здесь есть музеи, галереи. Очень много даже таких вот маленьких галерей, которые открыты экспатами. То есть приезжают люди, устраивают свои такие небольшие галерейки. Вот, в целом, музеи, галереи, пожалуйста, ходите, смотрите. Постоянно какие-то праздники, постоянно концерты. Очень много тоже приезжают сюда из различных стран, устраивают концерты. Вот. Все и комики сюда приезжают, и кто только не приезжает. Ну, с концертами тут все прекрасно. Если есть у вас денежки, то концерты любые, пожалуйста, посещайте хоть каждый день. Все в доступе. И концерты музыкальные, и там, не знаю, любые комедии, театры тут есть. Я в театр ходила, кстати, вот несколько раз, на Щелкунчика ходила, и еще на что-то еще ходила. На Лебединое озеро ходила. Кажется, все. Было супер, мне понравилось. Щелкунчик. Прикольный был Щелкунчик. Насчет кинотеатров. В кинотеатрах тут идут фильмы на грузинском, на английском. На русском нет. Некоторые экспаты здесь открыли свои такие мини-кафешки, где показывают фильмы, в том числе на английском. Возможно, на русском. Я не уверена. Возможно, бывают какие-то вечера, где показывают на русском языке, но в основном показывают на языке оригинала. Возможно, с русскими субтитрами там есть.
но это не точно. Поэтому, да, праздники здесь, не знаю, галереи, все, что хотите, все открыто, пожалуйста, приезжайте, смотрите, все красиво, все супер-пупер. Вот, у нас вот уже что-то как-то это солнышко ушло за дома. Я тут сижу в полумраке. Что вам такого рассказать интересного, что вам такое рассказать? Не знаю даже. У нас сегодня плюс 15. Представляете, 25 ноября плюс 15, завтра будет плюс 17. Завтра собираюсь пойти еще погулять. Только что вернулась с прогулочки, там прям погода вообще просто шикарная. Обожаю, просто обожаю Грузию. У нас тут еще построили дворик, поставили качельки, очень много качелек, и спортивную площадку. И это все так красиво, и это все так вообще супер, я прям не знаю. Можно никуда теперь не выезжать, никакие центры не нужны. Вышел во двор и гуляй там, что я и сделала сегодня. Вот. Скоро запишу вам видосик еще про работки. Работочки. Я тут попробовала еще миллион работ. Вот. На следующей неделе, если получится, то после этого запишу и расскажу, что и как это все прошло. Теперь я пробую всю работу, которую обычно люди пробуют, когда только заканчивают или поступают в универ. Также могу рассказать, где можно найти тут работу. Если вы боитесь, что вы приедете и не найдете работу, не бойтесь, работы здесь очень много. В следующем видео могу вам рассказать поподробнее, если хотите. Если хотите что-то еще узнать, пишите в комментариях, я буду рада рассказать что-нибудь еще. Про Грузию можно говорить бесконечно. Люблю Тбилиси, люблю Грузию и люблю вас. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, все такое, вы знаете, что делать. Love you guys! Как включить запись экрана? Надо погуглить запись экрана на Mac. И где он? И что дальше? Не то делаю. Как понять, идет скрин рекординга или нет? Хуй знает.